Всем добрый день! Приветствую вас на своем канале, меня зовут Олеся. Сегодня хочу вместе с вами приготовить очень быстрые, простые, вкусные жареные пирожки с зеленым луком и яйцом. Тесто готовится за считанные минутки. Для приготовления потребуется полкилограмма муки, 150 мл кипятка, 150 мл молока, 20 грамм живых дрожжей, чайная ложечка соли, 50 мл растительного масла, столовая ложка сахара. И сразу же в тепленькое молоко добавляем, растворяем дрожжи до полного растворения, тщательно перемешиваем венчиком. Молоко должно быть теплое, приятное руке, градусов 30-40. В посуду, в которой будем делать замес, добавляем 1 мерную чашку муки. Добавляем растительное масло и соль. Наливаем кипяток, у меня только что закипел чайник, 150 мл, вливаем и тщательно все перемешиваем, растираем, завариваем тесто. Делаем вот такую вот своеобразную заварку. После того, как заварка готова, она должна слегка остыть до приятного теплого состояния, чтобы можно было добавить молоко с дрожжами. Вливаем и перемешиваем венчиком. Потом постепенно начинаем всыпать муку порциями. Всыпайте постепенно. Возможно, вам не потребуется все 500 грамм. Возможно, уйдет чуть-чуть меньше, если у вас хорошая мука с высоким содержанием белка. Возможно, грамм на 20-30 будет меньше муки уходить. Я добавляю частями, у меня ушли все 500 грамм. Сначала вымешивала рукой в посуде, потом подпыляю рабочую поверхность и перехожу на рабочую поверхность. Слегка подкатываю еще тесто на рабочей поверхности, собираю тесто в шар. Тесто должно быть достаточно такое плотное, оно не должно быть чересчур мягким. Посмотрите, вот такое вот тесто получается в итоге. И даем тесту отдохнуть. Прикрываем тесто миской, в которой мы его замешивали, и оставляем минут на 10-15, чтобы клейковина в муке расслабилась, тесто отдохнуло и было потом с ним удобно работать. За это время можно подготовить начинку. Берем зеленый лук, грамм 200, один пучок хороший, 5 отваренных вкрутую яиц. Лук нарезала меленько и слегка его можно придавить рукой либо ложкой. Добавляем нарубленные яйца. Яйца отвариваем вкрутую 5 штук. И кусочек небольшого сливочного масла нужно растопить, посолить, поперчить по вкусу, если любите, и влить горячее сливочное масло. Добавление сливочного масла сделает начинку более вязкой, и она не будет высыпаться при формовке пирожков. Начинка готова. Тесто как раз за это время отдохнуло, полежало. И посмотрите, какое оно мягенькое и нежное стало. Очень удобное тесто в работе. Я собираю все остатки муки с рабочей поверхности. Пирожки будут жареные, чтобы мука не горела потом на сковороде. Раскатываю тесто в жгут и делю на небольшие кусочки весом примерно по 65 грамм. Я предпочитаю отвешивать на весах, чтобы все пирожки были одинаковые. Отвесила каждый кусочек по 65 грамм примерно, плюс-минус 2 грамма, это особо не важно. Формую шарики, подкатываю шарики. Пользуюсь уже растительным маслом, мукой не пользуюсь, как я уже сказала, чтобы мука потом не горела на сковороде. У меня получилось ровно 13 кусочков, каждый кусочек подкатываю и оставляю, прикрыв пленкой, полежать еще несколько минут буквально. Кусочки теста полежали, отдохнули буквально 5-7 минут. И можно раскатывать. Раскатываем каждый кусочек размером с небольшое блюдечко. Я предпочитаю раскатывать сначала половину, сформировать, а потом вторую половину. Раскатываем стандартным обычным способом вот такие вот лепешечки, и потом обязательно я переверну их, чтобы ровненькая сторона была сверху, потому что та сторона, по которой мы катали, она более ровная, а начинку буду выкладывать на ту сторону, которая была к столу.
Распределяю начинку, выкладываю достаточно много, по хорошей ложке большой с горкой и формирую пирожки. Защипываем тщательно. Тесто такое мягенькое, я мукой не пользуюсь, поэтому хорошенько проходитесь по шву, чтобы шов не разошелся во время жарки. Слегка можно их прихлопнуть, и вот такие вот хорошенькие пироги получаются. Сформировали 5-6 штук, можно начинать жарить. Пока будет обжариваться первая партия, можно быстренько налепить вторую. Пироги обжариваем в хорошо разогретом растительном масле. Я на сковородку выкладываю по 5 штучек, чтобы слишком не падала температура растительного масла. Идеально для жарки температуры 170 градусов. Обжариваем по несколько минут с одной и с другой стороны до золотистого цвета на среднем огне, чтобы пироги не горели. Готовые пирожки выкладываем на блюдо, застеленное полотенцами либо салфетками бумажными, чтобы стек излишек жира. И буквально за 40 минут, посмотрите, огромная тарелка вкусных, румяных, мягеньких пирожков. Это тесто очень интересной структуры. Во время жарки образуется тонкая, хрупкая, хрустящая корочка сверху на пирогах. Посмотрите, как они хрустят. А внутри тесто мягенькое и очень нежное. Приготовьте, попробуйте. Я думаю, многим полюбится этот рецепт за его простоту и быстроту. Начинку можно использовать, конечно же, любую по вашему вкусу. Готовьте с удовольствием. Это очень вкусные пироги и тесто. Всем вкусных пирогов, а мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Поддержите меня пальцем вверх, оставьте комментарий внизу под видео. До скорой встречи!